Один-два раз. Один-два раз еще раз об абстрактных картинах. О хороших абстрактных картинах, если такое возможно. Вообще для большинства зрителей хороших абстрактных картин не существует. Да, кого-то могут привлечь абстрактные формы, расположение пятен, равновесие цветовых зон, но все это не картина в полновесном понимании. Что угодно – дизайн, оформление стены, декоративная композиция, плакат, рекламный щит, арт-объект. Наверное, для того, чтобы рассматривать это как картину, должны быть соблюдены некоторые условия. Хочется увидеть уважение к зрителю, владение техникой, хочется увидеть профессионала, а уже потом грамотную композицию, рождающую образ. Но образ – дело индивидуальное и субъективное, и из-за него сильно хвалить или отметать какую-то работу не стоит, может, мы просто не в теме. А современная абстрактная картина «Холст масла» – это абсолютно тупиковая ветвь развития искусства, поскольку все, ради чего это затевалось, оно уже произошло. Абстракция полновесно существует в дизайне, который быстро двигается из материального мира в виртуальный. Да, 100 лет назад масляные краски были самой доступной техникой для донесения креативных идей до зрителя, который, кстати, в основной своей массе этого и не оценил. А сегодня абстрактная картина, исполненная масляными красками, но это зачастую извращение и анахронизм. Это все равно, что предложить купить 2 камня для выбивания огня или рукописную книгу, написанную на отдельных листах, да еще неразборчивым почерком. Все уже делается по-другому. Тем не менее, для истории искусства отдельные абстрактные картины остаются интересны. Но это очень ограниченные временные рамки первой половины XX века, когда других средств выражения, кроме масляной живописи, для этого течения еще не существовало. Ну и далее какие-то ситуационные уникальные моменты. В начале XX века абстрактная картина мыслилась как универсальная модель миропорядка, отсылала нас к базовым композиционным схемам, являясь, по сути, иллюстрацией накопленных знаний по теории построения картины. Кто-то разбирал цельность и организацию центра, кто-то ритм и равновесие цветовых пятен. Это был отбор, который привел к многократному упрощению пространства, формы и цвета. Причем зачастую это был такой сознательный выбор художников-реалистов, потому что казалось, что это есть шаг вперед, а не в сторону, не назад. Когда еще в 1915 году Малевич нарисовал «Черный квадрат», может, он тогда еще сам не понял, из этого получился знак всех авангардных течений. Абстракция в виде картины, антиутопия, абсурд, куда все придут, если не разделят картину и дизайн. Но о том, что живопись находится выше музыки, писал еще Леонардо да Винчи. И некоторые абстракционисты пытались нащупать эту связь искусств. Василий Кандинский поддерживал вагнеровскую идею синтеза искусств. Gesamtkunstwerk, да? Искал соответствие цвета, звука, эмоционального отклика. Название картины Франко Купки «Дивертимента 2» также связано с музыкальной терминологией. Обозначает легкую инструментальную композицию, которая трансформировалась здесь на картине в игру линий и геометрических форм, где одно поддерживается другим, как солирующий голос и аккомпанемент. Да? Отдавая дань конструктивизму, он развлекал зрителя взаимоотношением неких механических элементов. Кстати, картина была продана в 2020 году на аукционе в Праге за 75,5 миллионов крон. А вот Герника, Пикассо, мера скорее вынужденная. Картина должна была рождать образ и говорить о страшных событиях бомбежки испанского города. Однако натурной информации практически не было, а события были отражены в прессе довольно противоречиво. К тому же говорить о войне красивым языком, языком искусства,
господствующего тогда стиля, какого-нибудь арт-деко, это непросто. И здесь абстрактный язык пришел на помощь, на смену грубому, дотошному, реалистическому, наделив картину особым эстетическим содержанием, используя формальную схему для создания образа, может быть, более сильного. И это, конечно, не единственный случай. Или, например, Питер Ланьян, корнуольский художник, в 1959 году начал обучение пилота-планера, чтобы получить более полное представление о местном ландшафте. Этот уникальный опыт наблюдения реалистического пейзажа в нестандартных, почти нереалистических условиях был использован им в качестве основы для абстрактных картин. Не ново, но все еще достаточно уникально, потому интересно. А в картине «Движение в квадратах» 1961 года Бриджит Райли вспоминает о золотом сечении и минимальными средствами деформирует пространство, создает оптическую иллюзию. Но, с другой стороны, эта картина – это пример того, что для такого оп-арт-объекта вообще не обязательно было использовать темперу и ДВП, вполне хватило бы какой-нибудь цифровой печати. А бывает абстрактная картина, которую печать заменить не может. Она бывает написана вполне технологично, с пониманием возможностей масляной живописи, сложная, многослойная, с просвечивающимися слоями, лессировками и фактурой по месту. Правда, в этом случае абстракция часто не является главным направлением творчества художника. Так современный македонский художник Константин Качев работает скорее в области коллажа или сюрреализма, но иногда, попадаются его чисто абстрактные картины. А еще современные художники активно и сознательно расшатывают русло реалистической традиции до степени, до такой тонкой грани между еще узнаваемым и уже ненарративным. Современные экспрессионисты так заигрывают с абстракцией. Они почти стирают грань, но все же оставляют островок твердой земли, кусочек осязаемой реалистической плоти. И пока этот кусочек остается, связь с натурой остается, это все еще можно назвать настоящими картинами. Пока так.